Почему люди, которые избили депутата Государственной Думы Михаила Матвеева палкой, кирпичом, вышли из зала суда на свободу, хотя прокуратура просила до 11 лет колонии? И почему в похожих историях, где фигурируют члены сплоченных этнических сообществ, наказания часто смягчают или ограничиваются штрафами и условными сроками, тогда как обычный человек за схожие эпизоды получает реальные годы? Давайте попробуем в этом разобраться в данном видео. Пишите и свои мысли, не забудьте подписаться, и поехали. Летом 2024 года в Самаре трое мужчин, двое из них граждане Узбекистана и Таджикистана, по версии следствия избили депутата Михаила Матвеева и его водителя палкой и кирпичом. Депутату разбили голову, водителю сломали ключицу. Прокуратура просила для фигурантов от 6,5 до 11 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство и хулиганство, еще в отношении депутата. Но районный суд переквалифицировал дело на причинение вреда средней тяжести. Одного оправдал, двоих приговорил к мягким наказаниям и освободил из зала суда за счет уже отбытого срока. Самарский областной суд весной 2026 года оставил это решение в силе, несмотря на апелляцию самого депутата. В итоге люди, которым вменяли попытку убийства публичного политика, ушли домой, а сам Матвеев назвал приговор беспрецедентным и заявил, что такие решения подрывают доверие к суду и создают ощущение безнаказанности. Первый вопрос, который возникает в таких делах: почему представители крупных диаспор узнают о задержании своих земляков иногда раньше адвоката и семьи? По данным правозащитников и журналистских расследований, во многих городах у национальных общин есть формальные землячества и неформальные кураторы, которые держат связь с местными полицейскими и миграционными подразделениями. Когда задерживают человека из крупной общины, информация быстро передается через чаты, религиозные общины, старейшин и так называемых ответственных, которые ведут переписку с силовиками и помогают собирать деньги и документы. В некоторых диаспорах фактически существуют юридические отделы. Это несколько людей, которые постоянно взаимодействуют с адвокатами, переводчиками и чиновниками и сопровождают десятки однотипных дел, например, по миграционным нарушениям. После событий в Крокус-Сити-Холле московские суды всего за первую неделю зарегистрировали почти 1500 дел по нарушению миграционных правил, что показывает масштабы и поток таких процессов. Для обычного человека одно административное или уголовное дело – личная трагедия, а для активной диаспоры это потоковая работа, отлаженная схема реагирования и защиты. Именно поэтому звонок в общину о задержании земляка может уйти в первые часы, а назначение нормального адвоката и подготовка позиции происходит быстрее, чем у одиночек без поддержки. Параллельно с официальными судами в этнических сообществах действуют свои механизмы урегулирования конфликтов. От религиозных судов до советов так называемых старейшин. Их задача формально звучит благородно: не допустить мести, успокоить конфликт и не доводить дело до открытого межнационального противостояния. Но на практике это часто превращается в систему закрытых договоренностей, когда вопрос решают выплатами, компенсациями или угрозами, а потерпевшую сторону убеждают отказаться от претензий в официальном следствии. На Северном Кавказе, по данным исследований, за несколько лет официальными советами старейшин были охвачены целые регионы. Однако ни один серьезный земельный конфликт или крупное криминальное дело не был решен прозрачно только через такие структуры. В Европе Чеченский совет старейшин участвовал в урегулировании конфликта во французском Дижоне, где массовая драка с участием чеченской молодежи вылилась в уличные беспорядки и стрельбу, и стороны пытались мирить вне классической судебной процедуры. В российских регионах создавались советы старейшин при национальных объединениях, которые выезжали на места массовых драк и пытались успокоить ситуацию, когда конфликт грозил перейти в межэтнический. Формально это выглядит как общественное посредничество, но де-факто такие структуры берут на себя функцию параллельного суда, где решения принимают не по закону, а по понятиям общины.
И третий элемент системы – массовое давление на правоохранителей и суды через уличную поддержку. Как описывают очевидцы, в разных регионах в резонансные моменты у отделов полиции и зданий судов собираются десятки, иногда сотни людей, которые приехали поддержать своих земляков, родственников, ну или лидеров. Их задача не только моральная поддержка, естественно, но и демонстрация. У этих обвиняемых есть сильная и организованная группа, с которой придется столкнуться, если дело пойдет не так, как надо. Такие собрания редко оформляются как официальные митинги. Чаще это встреча родственников или ожидание решений суда. Но давление чувствуют и судьи, и следователи. Когда у двери суда стоит толпа, а в соцсетях появляются видео и угрозы бойкота или беспорядков, система начинает искать компромисс. Мягче квалифицировать, переводить в административную плоскость, давать условные сроки. По данным правозащитных организаций, даже массовые полицейские операции против отдельных диаспор часто заканчиваются тем, что из десятков задержанных реальные обвинения получают единицы. Остальные выходят после допросов, что только укрепляет ощущение, что главный результат определяет не закон, а сила группы. Когда люди видят, что за тяжелые нападения на депутата или на обычного прохожего можно отделаться мягкой статьей и выйти из суда, по сути, свободным, доверие к правоохранительной системе самым естественным образом рушится. Возникает ощущение, что в стране действует несколько параллельных правовых режимов. Один для одиночек и без связи, другой для членов организованных общин, способных быстро собрать деньги, людей и давление на суд. Это толкает общество к самоорганизации и иногда к самосуду. Люди начинают считать, что закон их не защитит, и в следующий раз могут попытаться решить вопрос сами. Выход, по мнению экспертов, может быть только системным. Прозрачные судебные процессы, видеозаписи заседаний, строгий контроль над конфликтом интересов судей и полицейских, жесткое пресечение давления на суд и реальная защита потерпевших от угроз и выкупов. Важно, чтобы любые общественные структуры диаспор, советы старейшин, религиозные общины, землячество работали как мост к интеграции и соблюдению закона, а не как инструмент ухода от ответственности. Иначе мы придем к точке, где граждане окончательно перестанут верить суду и начнут жить по своим собственным правилам. И это уже будет, честно говоря, другая страна. Как вы сами считаете, пишите в комментариях. Общество готово требовать равных правил для всех, даже если это ударит по влиянию сильных групп, или не готово. Как вы на это смотрите? Как вы считаете, готовы вы или нет?